Что ж, самые популярные проблемы после пересадки волос. Я их сразу разделю на плановые и внеплановые. Плановые даже не столько проблемы, сколько ожидания, с чем придется тебе столкнуться после пересадки волос. Потому что они достаточно популярны, и это просто моменты, которые нужно пройти на пути к цели, получению результата. И внеплановые то, чего хотелось бы, конечно, избежать, но в зависимости от тех или иных факторов это может быть и то, как с этим можно бороться или избежать вовсе. Давай сегодня поговорим именно об этом. Поехали! Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задавать прямо в комментариях под видео. В течение первого часа после выхода видео я активно отвечаю на все вопросы, которые поступают. Самые распространенные проблемы, которые могут возникать после пересадки волос, это плановые. Первое – это отек в зоне трансплантации. Кто-то отекает больше, кто-то меньше, кто-то практически вообще обходится без отека, что очень редко. В принципе, вы должны понимать, что это нормальное явление. Я лично рекомендую не лежать бездвижно, как советуют многие клиники после пересадки волос, а поддерживать хотя бы минимальную активность организма вместе с потреблением жидкости. И избегайте поз, когда вся отечность стекает в сторону лица или одной из его частей. Чаще это может произойти при работе, например, когда вы сидите с телефоном вот так, или с компьютером вот так, или спите, например, во время сна на одном или на другом боку. Обязательно пишите в комментарии те проблемы, которые могут возникать также, и те вопросы, которые стоит задать настоящим профессионалам. И я это сделаю. Покраснение кожи. Распространенное явление после пересадки волос. Проявляется по-разному. На ком-то может держаться долго, на ком-то быть незаметным уже через несколько дней. Тут может быть и аллергическая реакция на препараты, и воспалительная реакция на повреждение тканей, неправильный послеоперационный уход и, собственно, индивидуальная склонность кожи к покраснениям и ее чувствительность. Зуд, жжение, болезненность. Жжение и болезненность может проявляться в первые дни после пересадки, хотя чаще их все-таки нет. Зуд же проявляется на 5-7 день, по моим наблюдениям. Это связано элементарно с заживлением тканей. Потому я рекомендую мыть голову в первую неделю 2 раза в день. Перед этим наносить пантенол, что также будет размягчать корочки, а после наносить алоэ вера для смягчения и увлажнения. Не используйте маслянистые крема и маслянистые составы, чтобы не перекрывать кислород, который также необходим для заживления. Если сильно чешется голова после пересадки, можете почесать ее кисточкой. Такой лайфхак от наших ребят. То есть вот кисточкой, которой наносится мейкап или, в общем-то, любой доступной кисточкой, она не повредит, собственно, коже после пересадки, но почесать в то же время можно. Избегай солнечных лучей, осадков и сильного ветра. Следующее – это шоковое выпадение. Выпадение трансплантированных волос через 2-4 недели. Это на самом деле очень средний период выпадения, бывает раньше, бывает позже. Следующий пункт – усиление выпадения собственных волос. Тут главное учесть главные причины и постараться их избегать. Первое – это стресс. Психологический стресс может привести к ухудшению состояния волосяных фолликулов и вызвать временное усиление выпадения собственных волос. Второе – недостаток питательных веществ. Неправильное питание и дефицит определенных витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамин D, может влиять на выпадение волос и способствовать их выпадению. Следующий пункт – изменения в гормональном фоне. Гормональные изменения, такие как беременность, менопауза или нарушения в работе щитовидной железы, могут оказать влияние на цикл роста и вызвать выпадение своих собственных волос, а не тех волос, которые должны выпасть в шоковом периоде. Лекарства. Некоторые лекарства, включая антидепрессанты, антикоагулянты и препараты для лечения артрита, могут вызвать усиление выпадения волос. Ну и, конечно, стоит избежать агрессивное воздействие на волосы. Все вопросы, которые у тебя только могут быть, они уже есть в видео. Если же нет времени, заказывай детализированную консультацию, я расскажу тебе персонально, конкретно твоего случая и выстрою план действий, что именно для твоего случая подойдет в большей степени. Ну и плюс промокод помогут сделать твою пересадку еще и дешевле.
Следующий пункт – образование корок на месте пересадки. Это также запланированное явление, к которому нужно быть готовым. Не будем забывать, что пересадка волос – это хирургическая процедура, после которой образуются микротравмы. Кровь, сукровица застывают и образуют корку. Под ней могут скапливаться бактерии, потому очень важно мыть голову. Я рекомендую это делать дважды в день в первую неделю и чередовать с размягчением и увлажнением той самой корки. Помня о том, что корку не нужно отрывать. Но и долгое нахождение ее на голове может создать определенную проблему для приживаемости графтов. Неравномерный рост пересаженных волос. Первое. Индивидуальные особенности. Рост волос может зависеть от индивидуальных особенностей каждого человека. Например, у некоторых людей волосы растут быстрее и плотнее, чем у других, независимо от процедуры пересадки. Технические аспекты пересадки. Качество и точность выполнения процедуры пересадки волос играют роль. Поэтому каждый раз я повторяю о том, что очень важно подобрать хорошего доктора и хорошую клинику, что мы всегда с вами делаем на бесплатных общих консультациях и детализированных, конкретно 1 на 1. Очень важно проанализировать полностью ситуацию, то, что есть, какой возраст, какие заболевания, какая динамика выпадения волос, какой донорский запас и так далее, что мы рассматриваем всегда в детализированных консультациях. Затем составление плана в зависимости от всех этих факторов. Третий момент – моделирование передней линии, потому что передняя линия очень важна при пересадке волос. Это то, с чем вы будете жить. Для кого-то это не супер важно, для кого-то это важно. Следующий момент – выбор клиники, правильного доктора под ваш конкретный кейс, потому что клиники друг от друга отличаются, точно так же, как и доктора могут отличаться друг от друга по своей какой-то специфике. Кто-то закрывает очень хорошо большие и огромные зоны лапеции, кто-то фокусируется именно на передней линии, создает уникальные передние фронтальные линии, которые неотличимы от тех голов, где не было пересадок волос. Кто-то очень хорошо уплотняет те волосы, которые, в общем-то, прорежены равномерно и так далее. Под каждый кейс нужно выбирать правильную клинику, правильного доктора со своей командой, кто воплотит правильно составленный план в жизнь, и вы получите результат. Исходное состояние волос. Важно помнить, что пересаженные волосы будут расти так, как они росли бы в их исходной донорской области. Если исходные волосы были слабыми или имели тонкий калибр, то и пересаженные волосы будут иметь аналогичные характеристики. Следующее – это уход и восстановление. Правильный уход и реабилитация после процедуры играют важную роль в росте пересаженных волос. Тут важно следовать рекомендациям врача по уходу и избегать действий, которые могли бы повредить новые волосы в первые недели после пересадки. Соответственно, для тех ребят, кого я лично веду и кто у меня на суппорте моем индивидуальном, я вам рассказываю в каждой из дней, что нужно делать, отслеживаю по конкретной ситуации, и мы с вами предпринимаем действия в зависимости от того или иного варианта развития событий. Внеплановые проблемы, которые могут возникнуть после пересадки волос. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Не забудьте о том, что 2 выпуска о проблемах после пересадки волос. Обязательно посмотрите оба.